Итак, собственно, с места событий. Вот сам сервис Studibus. Его парк насчитывает, ну вот в данный момент, сейчас в наличии 1, 2, 3, 7. В наличии 7. 2 находятся на сервисе, здесь существует сервис. Итак, сегодня вторник, сегодня свободно. Этот сервис, и вы можете много взять. На выходных занимают их все, особенно вот выходные, пятница, суббота, воскресенье. Да, они забиты на несколько месяцев вперед. Но в наличии есть, смотрите, какой бокс. Получается, что на вот той вот заправке сам сервис срабатывает сзади меня, которая подходишь, берешь там вот эти ключи. Вот, все очень как бы на хорошем уровне. Значит, здесь забита вся вот парковка, то есть можете посмотреть, тоже парковка вся. Вот, как я и говорил, от 25 евро стоит эта услуга, и вот это все работает. То есть большой автопарк. Но вот смотрите, получается, моей вот этой машины нету. Что касается сервиса Studibus. Сервис создан для студентов и работает давно, находится во многих городах этой страны. В больших миллионниках существует 2 бокса. В городах поменьше, я нахожусь в городе поменьше, тут 400 тысяч жителей, и этот сервис предоставляется в одном месте, в районе Таненбуша. Как это выглядит? И, собственно, сервис я покажу, как в приложухе все это делать. Вот он как в реале стоит, вот так подходишь, как каршеринг, берешь ключи после того, как авторизировался, заплатил залог, внес все это авансово, показал все показания и уехал. Вот, собственно, весь сервис, вот эти все бусы. Заходите на сайт. Это через сайт, это не приложение. На сайте выбираете город, выбираете дистанцию, вставляете все свои данные, имя, фамилию, и отчество, имейл. Дальше вставляете ксерокс паспорта, в котором, ну, или загранпаспорта, где у вас есть, ну, виза стоит. Потом вы ваше удостоверение, ну, как это, права, вы права загружаете туда, система обрабатывает, бронируете день, который нужно, а дальше вы получаете на сайте всю эту регистрацию, проходите, вы платите 300 евро, это как резервные деньги, как, ну, как залоговые 300 евро вы платите, у вас карточки снимаются, вы там заставляете карточку, все свои данные, и система, когда снимает у вас деньги, обрабатывает и дает вам ID, и, ну, вы появляетесь в системе. Приезжая туда на танкер, это на заправку, вы подходите туда, там всегда лежат ключи, показываете оператору, что услуга была, вот мой ID, он его сканирует и выдает вам ключ и карточку, ключ-карту. Вы подходите к автомобилю, да, ну, опять же, у кого есть навык, категория B, 7-метровая такая длинномер. Если вы не готовы садиться за такой поезд, да, то эта услуга не для вас. Если вы были, понимаете габариты, сможете развернуться, войти. В Европе очень узкие дороги, в Европе очень сложно развернуться. В Европе есть какие-то свои вот такие вот риски, и они, соответственно, оправданные. Если вы готовы, вы садитесь за руль, открываете машину, садитесь за руль, все. Вы, фиксированная ставка 25 евро, эта услуга сама стоит. Если у вас есть студенческий билет, 25, если нет студенческого, еще плюс 6 евро, то есть 31 евро. Дальше считается километраж, дальше считается километраж, ну и бензин. То есть вам получается такса аренда, такса бензин, такса сколько там миль вы проехали, километров. Но опять же, там дешево очень сильно получается. Я сравнивал еще с арендой, есть 2 фирмы, вот такая зеленая, автопрокат, что-то такое, и еще какой-то фикс или сикс, что-то такое тоже. Но там фиксированное, вы должны взять этот автомобиль и сразу же оплатить фиксированную ставку. То есть там 100 евро платите, плюс вы еще платите бензин. То есть выходит там на порядок дороже. Ну, это вот Studibus, это именно Studibus, это именно для студентов было создано, потому что они часто меняют места, и вот такой вот создан сервис. Я нигде раньше с таким не сталкивался, более вот дешевым именно по цене, но отличается, ну, в разы цена от аренды, допустим, даже вот любой аренды автомобилей в любом, это все отличается.
И после того, как вы сделали свой маршрут, но опять же, вы здесь экономите на грузчиках, взяли товарищей, вот вы уже грузчиком, у вас уже грузчик, вы уже едете, потому что здесь грузчики тоже дорогие, и так вот брать тоже дорого получается, а здесь все вам выйдет примерно евро 60. Это, допустим, если по городу там 20 километров или 2 ходки, там 30-40 километров, это получается довольно-таки дешево. После того, как вы все сделали, машина, в принципе, должна быть пустая, от всего мусора очищена, это тоже как бы чекают уже потом. Проходит, ну, вы привозите, отдаете опять на заправку, у вас окно получается, допустим, с 6 до часу, да, там с часу до 9, из 9 до 6 утра, ну, вот такие вот окна. После того, как вы все проехали, вы возвращаете карту, ключ и даете показания, сколько километраж какой был. Затем у вас с карты списываются эти деньги на следующий день или через день списываются, и затем возвращается вам вот это залоговое 300 евро. То есть вот такой вот сервис, его вы можете использовать, если вы переезжаете, как я и говорил, то используйте этот сервис, он значительно дешевле, но здесь навыки первые, вы должны уметь ездить как минимум категория Б и на вот таком вот длинной машине, разбираться в дорогах Европы и проложить маршрут так, чтобы ты смог развернуться, повернуться, отъехать, подъехать. Это 2. И, ну, и желание только сэкономить. Все, всем этим движет желание сэкономить. И даже на арендованном этом бусе мне въебали штраф. Вот так это выглядит, да, и он пришел мне домой. Был мой промежуток времени, когда это все было. Я первый получил штраф вообще за скорость, за превышение скорости. Ну, здесь везде 30, я ехал 39. Знака я не видел. То есть за мой водительский стаж, там, не знаю, там пусть будет 12 лет, это первый мой штраф вообще за превышение или за какой-либо. Вот я обновился, вот у меня штраф. То есть вот так вот придет вам штраф, если вы превысите скорость даже на арендованной машине. Здесь все автоматически так сделано, что штраф, приходящий на эту компанию, они сразу же отправляют тебе на адрес, потому что они знают, в какой интервал времени, ну, то есть автоматизированно, в какой интервал времени это попадает. Да, неприятно, штраф, но придется платить. То есть услуга мне составила, все это стоило 46 евро, и еще плюс 30. Получается, я бесплатно, то есть, ну, еще как дополнительно 2 буса. Будьте аккуратны, если берете, все правила дорожного движения отразятся на ваших водительских правах. Спасибо за просмотр, лайк, подписка.